Роль мужчины в воспитании ребенка. Поговорим про это. Прежде чем мы продолжим дальше, маленькая к вам просьба. Пожалуйста, нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал. Давайте вместе донесем это видео до большого количества людей, ведь ваше такое простое действие поможет видео попасть в избранное, рекомендованное YouTube. Роль мужчины в воспитании ребенка. Какова она? Должен ли он много уделять внимания ребенку или не обязательно? Что именно он должен делать? Как его воспитывать? Предлагаю сейчас один из вариантов. То, во что верю я. Посмотрите на этот вопрос моими глазами, грубо говоря, но дальше примерьте это себе. А как это вам? Потому что у вас может быть все иначе, но я вам сейчас хочу расширить сферу видения этого вопроса. Я вижу этот вопрос так, что мужчина, в принципе, по жизни, он больше природой задуман как осеменитель. И по идее мужчина может сделать ребенка и вообще выйти из процесса. Это его природное право. Дети чаще остаются с мамой, мамы более привязаны к детям, дети к мамам. Поэтому если ваш мужчина вдруг не хочет сильно воспитывать ребенка, дайте ему эту возможность. Мало уделять этому внимания, но компенсируйте за счет финансовой стороны вопроса. Деньги – это тоже энергия. Деньги очень хорошо закрывают все вопросы. Поверьте, можно найти баланс, потому что если мужчина не хочет очень много воспитывать ребенка и уделять ему внимание, это значит, что он не может. Не насилуйте. Насильно мил не будешь, тем более в таком вопросе, как общение с ребенком. Дайте мужчине вашему. Это я сейчас предлагаю вам такой вариант. Не обязательно делать так, как я сказала. У вас своя голова на плечах и свой путь. Но прежде чем выбирать свой путь, посмотрите пути других людей. Да? Я предлагаю вам такую картинку, примерьте ее. Дайте ему возможность делать ровно столько, сколько он сам хочет и сам проявляет инициативы. И если вы оцениваете это как мало, то пусть компенсирует это финансово. Пусть он хорошо вкладывается в ребенка финансово. Пусть он дарит ему подарки, пусть он оплачивает ему хорошее обучение или хороший садик. Деньги компенсируют это. А вы можете успокоиться и не требовать от него больше, если примете вот эту позицию, что мужчина должен делать с ребенком ровно столько дальше, сколько он сам хочет. Но бывает наоборот, что мужчина слишком много воспитывает ребенка, и вам это не нравится. Вы хотите, чтобы он меньше совал свой нос в этот вопрос и больше давал вам делать так, как нужно, потому что вам, как маме, может казаться, что я лучше знаю, как нужно воспитывать его. Что же делать в этом случае? В этом случае можно пробовать несколько вариантов. Первое. Садиться и разговаривать без ребенка, когда ребенок не просто спит в соседней комнате и может подслушивать ушком, что там папа с мамой решают за вопросы, когда ребенка прям нет дома. Разговаривать и пытаться договориться. Если уж ваш мужчина совсем так настойчиво хочет только вот сам, как, не знаю, может быть, он хочет его обливать холодной водой, а ваше материнское сердце сжимается, и вы нет, не могу. Что тогда делать? Либо договариваться и находить точку компромисса, где вам будет нормально, чтобы он где-то вам уступил, где-то, может быть, немножко вы сможете уступить. Ну, либо будем честными, уходить от такого мужчины, потому что, вы не переделаете его. Вы не сможете ему принести справку от психолога о том, что смотри, психолог мне сказал, что ты не должен сильно его воспитывать. Невозможно. Принять мужчину таким, какой он есть, дать ему проявиться. И если его проявление вас не устраивает, то либо договориться как-то, как вам будет обоим нормально, либо расставаться, потому что я сама мама 2 детей. Я понимаю прекрасно, как это мамам больно, вызывающе и вообще резко, если кто-то, кто имеет право тоже воспитывать твоего ребенка, воспитывает его вдруг не так, как ты это хочешь. Это очень-очень сложное место, я понимаю. Терпеть, закрывать на это глаза нет. Обязательно проявлять, договариваться. Если вам совсем не подходит, то расходиться, потому что терпеть, мне кажется, никакая мама это долго не сможет. Это будут просто постоянные скандалы и конфликты. Что для ребенка хуже? Родители, которые конфликтуют постоянно, конфликтуют, ругаются и скандалят, или папа с мамой, которые сейчас не живут вместе, но при этом и мама прекрасна с ребенком, и папа с ним видится и общается. Ведь если вы расстались бы, предположим, картинку фантазируем, и муж бывший встречался бы с ребенком, проводил с ним, например, выходные, вы бы уже не видели этот процесс, вы бы уже не вникали, и вы уже автоматически были бы обязаны дать ему право в его время делать с ребенком то, что он считает нужным. Хотя я знаю одну историю, я сейчас вспомнила, была у меня знакомая много лет назад, сложная ситуация, она разошлась в первый брак, и мужчина был
Ну, странненький, как она описывала, это прям вот ее фразы. Он мог пить, курить, употреблять наркотики, где-то подвергать ребенка слишком риску, что вот прям всем кажется, это переборы, он рискует ребенком на какие-то мероприятия водить, где детям не место. Ее материнское сердце разрывалось. Ну что сделаешь, это ее опыт. Ей, видимо, нужно прожить этот опыт, ей нужно принять, что ребенок состоит наполовину из нее, наполовину из папы. И пока у папы есть юридические права на ребенка, это права на ребенка, пока он не вырос. И приходится мама в этих ситуациях отдавать ребенка к папе, там, на выходные, к примеру, или на какие-то поездки, и просто вот не вникать особо в то, что там происходит, и закрывать глаза. До тех пор, пока вы не видите, что нарушают прям что-то, что считается по закону нарушением. И вот в рамках закона четко требовать все свои позиции, не церемониться, как бы если это что-то запрещенное законом, вы должны использовать это обязательно. В общем, ушла я глубоко в эту тему, потому что, не знаю, мне даже интересно, этот ролик заинтересует больше тех, у кого проблемы, что папа мало воспитывает и нужно больше, или где наоборот, папа слишком как-то не так воспитывает активно. Пишите комментарии, я рада очень вашим комментариям, пишите вопросы, отвечаю на вопросы, регулярно прихожу в комментарии. И, пожалуйста, ставьте лайк, если вам понравилось, мне будет приятно. До встречи, пока-пока.